Зрители, я, наверное, сегодня намешаю, блин. У меня столько видео насобиралось, я не могу смонтировать там их все по частям. Если я вдруг что-то смешаю все в одну кучу, ну, может даже и интереснее будет. Вот там за несколько недель я снимаю, а не могу выложить. В общем, приятного просмотра всем. В общем, в этом видео я хочу вам объяснить все сложности процесса, потому что все привыкли так раз-два и все просто, все готово. Ой, молодец. Ну, на самом деле есть куча еще мелких работ, вот таких важных, которые сегодня я покажу вам. Ну, в частности, это электрика, вода, газ. Ну, воду, наверное, не успею в этом видео показать, уже в следующем. Что-то я ускорил, что-то обрезал, но очень много обрезал, чтобы вы понимали, насколько этот процесс долгий. Ну, если вы клиент, допустим, за что вы платите, в чем сложность. Ну, во-первых, это все надо в этом разбираться, а во-вторых, ну, просто тупо резать провода и соединять, это просто занимает время. Да и работа такая нудноватая, знаешь, иногда легче шпаклевать, красить, ты хоть что-то двигаешься, а здесь вот так вот своеобразная работа. Цены тоже на эту работу поднялись, также я вам пока покупал, покажу вам, что почем. Вот провода в 2 раза подорожали. Если раньше бухта 100 метров стоила около 10 евро, сейчас она 20-30. И чем толще провод, тем, видите, и до 50 доходят, это уже четверки, шестерки. То есть это дорогое удовольствие. Маленькие бухты покупать тоже, наверное, невыгодно. В общем, докупал вот эти все крышки, марсетты, которыми провода соединять. Изолента, это все расходный материал. Мелочи, конечно, но тем не менее, вот сегодня я понакупал. Даже курагат вот этот, трубки подорожали, не знаю почему, это же просто пластик, а в 2 раза тоже подорожало. Было 10, стало 20. Щиток новый купил, не знаю, около там разные, 30 евро. Автоматы надо докупить, поменять, тоже они не сильно подорожали, ну вот есть двухполюсные, к ним легче подсоединять, там, ну, свои нюансы, не буду вам все уж прямо объяснять. Ну, 30 евро однополюсные, там, точнее, поменьше контакты, двухполюсные, по 10 евро. Розетки, вот такие цены, выключатель, там, около 4 евро. Вот одна просто рамка такая, евро сколько там, 20 вроде бы. Вот эти платки, они отдельно считаются, их, по идее, должен покупать клиент сам. Ну, вот одна простая розетка, под 4 евро. Простой этап, вот 2 заглушки, тоже под 2 евро. В общем, все стоит денег. И когда говорят вам заточку, есть разные, кстати, фирмы, вот эти дороже. Очень много нюансов с электрикой. И когда вам говорят, что точка стоит 50 евро, она входит туда и этот материал тоже. Есть разные фирмы, но я выбрал самую дешевую, в общем-то, самую ходовую. Вот на простую большую розетку, видите, уже около 10 евро, только вот эта декоративная планка, которую вы должны покупать сами. Шланги около 20 евро. Шланги важно покупать новые, потому что у них срок гарантии там около 5 лет. Ну, всегда спокойнее купить новое. Ну, вот понабирал купу мелочей, это все считалось тоже. Ходилось, искалось, куча времени потрачено только вот на подготовку и покупку. А еще и вот на кассе такая фигня случилась, потом расскажу. Комарь. Комарь. Многие считают, что работа электрика легкая. Ну, знаете, так себе сказать. Вот в Украине я работал, там другая система, там коробки соединительные наверху. И мне приходилось целыми днями стоять просто на лестнице. И уставал не столько от работы с проводами, сколько от стояния вот на этой лестнице. Здесь все попроще, поудобнее. Коробки сами удобные, ставить их легче. В Украине они круглые, здесь квадратные. Ну, сами понимаете, что принцип-то тот же самый. Кто-то мне вначале говорил, что надо все переделать, новые провода. Да, с новыми каналами, с новыми протяжками проводов работать легче. Ты знаешь, что ты протянул, откуда, куда. А здесь все надо было искать,
подключать лампочки, играться, где фаза, где ноль, куда чего идет. Это трата времени, которая при новой проводке, когда прокладываете, вы такого не делаете, потому что знаете, что куда провели. Потом буду и щиток менять. И вот один на одно, а второй на второе. Теперь надо мне найти, что включает среднюю среднюю коробку. Этот патрон с лампочкой и с проводами называется контролька. То есть так можно найти фазу и ноль. С напарником эту работу делать, конечно, проще. Тут ходишь туда-сюда. Но, как правило, напарник полдня просто тупо просидит и просмотрит тебе под руки. А зарплату ему надо заплатить. Так что кручу сам. Время у меня есть. Она не хочет работать нормально. Как она там, я уже не помню. Много обрезок, много зачисток. Купил когда-то такие тоже эти для обрезки проводов инструмент, но он что-то глючит все время. И самое надежное получается либо кусачки, либо ножницы. Кстати, в Украине я работал только кусачками. Там ножницы как-то не пользуются вообще, не продают, не знают, что это такое. Здесь электрики работают специальными электрическими ножницами. Итальянские стоят довольно дорого, есть китайские, есть разные, но все-таки цена себя оправдывает. Вот, допустим, эти недорогие, они немного хреново режут, я бы сказал. Вообще качество розеток и цена, особенно в Украине, когда я работал, очень зависели. Если хозяин покупает дешевые розетки, их тяжело ставить. В 2 раза дольше на них время тратишь. Ну, это уже почти 2 часа, как день проходит. В Рыло и Марлене купить эту всю фигню. Они убрали эти кассы. То есть ты должен сам этим пим. Блин, у меня 50 всяких штучек маленьких, что-то не пикает. Проходит этот рядом мужик, говорит, а у тебя там заблокировалось. То есть пикал, что-то она там глюкнула. Пришел он опять все по новой. Одна штучка не пикается. Пошел поменял, опять не пикается. Опять он в телефоне, вот такое вот это самое. Понимаете, что такое пойти купить вот такое количество? Даже, ну я объясняю, сам процесс этих работ. Вот обидно и все. Вот, что хотите, хоть убейте меня. Когда люди не понимают всех сложностей, то приходится объяснять. Что я имею объяснять в виду? Ну вот Свете я сказал, допустим, целую сумму, допустим, за установку кухни. Она говорит, а что это так много, я не буду столько платить. И пришлось мне разделить все это, электрика, газ, то, все. И все равно вышла та же сумма. Поэтому я вам опять же хочу показать всю сложность. Вы думаете, что посмотрели на видео, о, классно, кухня стоит, блин, да нифига не классно. И не так просто, чтобы она просто раз и стояла. Ну, вот видите, какие нюансы. Мало того, что, ну, да, можно сказать, ошибка, но обычно так все делают, вот так быстрее. Те заводские болты, они очень короткие. То есть надо было поменять на длинные, потому что коробка немного утоплена. Теперь для этих шурупов тоже чуть-чуть мешает вот это, надо подтачивать. Ну, у меня есть тоже, кстати, проблема. Я лучше не дорежу, чем перережу. Я не люблю, когда потом какие-то трещины видно. Ну, легче потом подрезать для меня. Спокойнее. Зато все потом четко, красиво. Люди, которым говорят там сделать эти коробки, установить, иногда не понимают, что они все должны стоять на одном уровне под лазер. Если их не предупредить, потом могут быть проблемы и некрасиво. Сами рамки, если коробка вырезана немного неровно, можно отрегулировать пару миллиметров вверх-вниз. Теперь надо поставить эти все на место запчасти для газа. Кому надоела электрика, не убегайте. В конце я покажу, как я соединю уже в конце газовую трубу. Так,
Все-таки как хорошо работать, когда никто не шумит, ничего не пилит, не долбит, никто под руки не смотрит и на мозг не капает. Одни птички поют, и это замечательно. Комары меня заели. Видите, летают, суки. Эту штуку зажигаю. Ну и вот здесь, видите, опять же утоплено, надо менять эти шурупчики. И тоже главное, чтобы эта шляпка не была большая. И длина, и узкий, чтобы он был. В общем, тоже гемор. В общем, там столько мелочей, если вы ставите это первый раз, скорее всего, у вас ни черта не получится. Ну вот уже почти 7 часов. Вот так вот я намудохался. Там готово. Тут розетка для посудомойки. Это рабочий стол. Это у нас подсоединится к плите, но там нету вилки. Там можно так подсоединить. Так тоже подсоединять. Это лишнее оказалось, оно будет за мебелью. Захотим, сделаем. Нет, нет. Ну и эти две. И это. Все, останется вода. Газ подключил. Ну, что-то сделал сегодня. Здесь тоже получился маленький попандосик, потому что не было родных кранов, и Марьян поставил вот такие, какие были. Это тоже, можно сказать, ошибка, потому что потраченное время. Если бы их поставить сразу, сейчас бы меньше работы мне было. Ну ничего, тут все не предусмотришь. Ну и вы знаете, гидравлики вот так вот часто приходят, и у них все время что-то не хватает. И они все время по 5 раз убегают что-то покупать, что-то докупать, что-то доносят. Сантехники, так сказать, по-нашему, здесь тоже стоят купу денег. В общем, я говорю, что это самые дорогие работы, что я сейчас делаю. Ну, Света мне заплатила, в принципе, более-менее. И если бы еще не заплатила это, тогда у меня вообще там попандос по деньгам бы был с этой работой. Ну, более-менее нормально. Но опять же напомню, в процессе работ я этому всему учился, потому что очень сложно было. Ну, представьте себе, я должен позвать электрика, потом позвать гидравлика. Он придет, не придет, то обещает в одно время, то созваниваться. Да нахрена, он сел, сам сделал, то и все. Вот единственное, тоже есть такой психологический момент. Если позовут итальянского гидравлика, то им не жалко платить. А вот если приходишь ты, то типа, ну ты же недорогой. Да с хера ли недорогой? В каждую работу надо уметь делать, нужно инструмент свой иметь. Такую штуку. Идем дальше. Накрутить эту штуку. Это можно было все вместе. И у меня и от этого количества инструмента аж дома проблема. Это же надо куда-то все распихивать, оно полно барахла. Слава богу, у меня хоть целая комната есть для этого. Ну, помимо моего барахла, у моей жены еще свое барахло есть. Так что надо как-то делить комнату пополам. Кстати, где-то полгода я тоже работал с одним гидравликом. Тоже как бы мне была практика, где-то подучился. В общем-то, я с детства эти краны собирал. Так что ничего мудрого здесь нету. Хотя он меня так дотошно учил эту паклю мотать, как будто это не знаю какая наука. Есть, конечно, пару хитростей. Ну, вот закрутил, потекло, открутил, переделал. Опять потекло, опять покрутил, переделал. Так пару раз поигрался и научился. Только так вот. Самая лучшая учеба. Ну, то есть ты знаешь, что один раз научился и на всю жизнь, а не каждый кран крутишь и перекручиваешь. Хотя я и встречал и таких гидравликов. И вот я вам клянусь, что
приходили, соединяли, уходили, а мы после них подставляли ведра, боялись уйти домой, не потечет ли и не затопит ли завтра квартиру. Ну, с чего бы я им должен доверять? Хочешь сделать работу сам, то есть хочешь сделать ее хорошо, сделай сам. Не знаю, я позвоню, спрошу у кого-то. Есть интернет, в интернете можно посмотреть. Просто нужно желание, ну и, конечно, инструменты. А на инструмент нужны деньги. Короче, ты. И, кстати, вот сколько я работаю в Италии, чтобы вот так вот один гидравлик пришел, работу такую делал, да никогда в жизни. Они минимум ходят по двое, понимаете? А я не понимаю, чего здесь вдвоем делать? Один крутит, другой смотрит. Ну вот зачем он тебе нужен? Чтобы там раз в час 2 минуты подержать, ну приспособи, я не знаю, зубами там подержи. Ну не так, чтобы напрягать там, ну как напрягать, это все-таки дороже получается. Хотя здесь тоже есть хитрость. Когда он запрашивает цену, типа, ну как, мы же вдвоем работали, значит это уже дорого. Ага. А когда ты приходишь один, такую же цену хочешь взять, о, так это же много. В общем, вот такая вот непонятка с этой оплатой и с этим всем. Кстати, кто вы смотрите на эти трубы, наверное, есть вопросы. Здесь есть, можно поставить вторую колдаю или второй котел. Вот этот он одноконтурный, он просто как газовая колонка наша, то есть на воду, на душ и все. А рядом есть место, можно поставить двухконтурный котел, то есть чтобы не зависеть только от камина, а он у нас водяной гидравлический, то можно подключить здесь. Кстати, может кто в курсе, а насколько этот колдая или этот котел будет много газа кушать, потому что у нас же баллон газовый. Не знаю, что-то камера убежала. В общем, запрессовал. Так, теперь соберу это все дальше. Поставим дальше это. Пришлось раскрутить, бо не помещались эти пинцы. Есть у меня эти штуки. Кто там думает, что я пакли. Пакли всегда надежнее. Так что. Хотя здесь улица, знаете, тут. Во-первых, у газа нету такого там аж давления. Ну, в любом случае, пакля 100% держит. Это место вообще еще тоже требует купу работы. Внизу какие-то розетки. Вот здесь на этой стене я хотел умывальничек там есть повесить. Потому что внизу слив есть. В общем, ну это все буду в продолжении что-то доделывать. Напомню, что работы здесь будут продолжаться. Сейчас я пойду на один колымчик. Меня уже ждут там больше полгода, не, полгода где-то. Я все обещаю. Ну, ждали, пока дожди закончатся. Так что следующие видео скоро будут уже с новой работы, там буквально на 2 недели. Одну крышу надо сделать, там балкон, плитку посмотрю. Завтра пойду договариваться, чего почем и что и как. А насчет этой трубы, внизу как раз тут было подсетто. Можно было под землю провести ее и соединить там, в трубе. Ну там сложнее, здесь проще. И, в общем-то, разницы никакой нету. И, кстати, человек уже приходил, сделал сертификат после установки баллона. И знаете, как он его сделал? Пришел, посмотрел на эту колонку и ушел. Бумажку дал и даже внутрь не заходил, не смотрел. Ну и вот эти такие пинцы для этой работы, без них никак. В свое время пришлось купить. Все, ничего не воняет, зажигалкой проверил, ничего не горит. Газ туда идет, на кухню. Вот такая еще классная работа, серьезная. Здесь поставить эту крышку и проверить на газ. Нет у меня, ничего не горит, ничего не вспыхивает. О, слава богу. У меня парень один тоже с украинцем работали. Поставил коробку и не затянул эти гайки хорошо. И
все это надо было разбивать опять. В общем, весело было. Так, шурупы. То есть, если это тоже неправильно поставить, сейчас покажу, какая может быть проблема. Off, on, все написано, окей. Это влезло. Газ закрыт. Так, эта штучка. Так. Все так должно быть. Видите, если неправильно поставить, то она может быть снаружи и не приляжет. Надо ее достаточно утапливать туда. Ну, открывать не буду, газ у нас здесь. Сейчас поставлю этот шланг, купил новый. Газ. Ну, уже полработы будет сделано. Не воняет, все держит. Так, нужна проводка. Что, поставлю резинку, наверное. Ну да. Ставлю прокладку. Ну и на всякий случай, не знаю, наставил этой. Пробки, резинки, все повылетало. Пробки, резинки. Здесь такая, что крутится, видите, потому что там без этого никак. Ну, в общем, все должно быть, как я люблю говорить, по франшизе. Это мы зацепим сверху. Как-то снизу. Окей. Окей. Сейчас неизвестно, будет ли мешать мебель там. Вот это, что оно торчит. Посмотрим. Может, какой-то уголок придется ставить чуть в сторону. Смотрим. Эти фрукты как раз дозрели к Светаному приезду. Я их уже чуть обдербанил, но их тут полно еще. Тоже они какие-то болеют немного. Так, ну в общем, переходим к электрической части. Я объяснял хозяйке, что этот щиток просто сделан как-то через задницу. Я не задумывался там сильно. Ну, сейчас смотрим. Во-первых, ну хоть кто-то маломальски понимает, что если это основные два провода, а я думаю, что они основные, они должны приходить то ли на основной автомат, то ли на УЗО там, ну,
Есть варианты разные. В любом случае, даже можете посмотреть, кому интересно, в интернете схемы подключения, ничего умного. Скажем, вот эта вся кухня, пока я делал там, ну, я уже показывал, и покажу, не знаю, как видео смонтирую. Вся кухня подключена на автомат, все розетки 10 ампер. То есть, в общем, вторые розетки вот здесь, вот на другую часть дома. В общем, вообще никак не сделано. Это все надо переделывать. Ну, этим и займусь. Ну, это уже будет в следующей серии. Вообще я на этот щиток, на нижнюю коробку, на другие потратил около 3 дней. Всем пока!